Ребята, привет! Сегодня у нас классическая салонная ситуация. Клиентка пришла, и ее нужно покрасить. Очень часто вы ждете от меня готовую рецептуру. Сегодня я вам предоставлю такую возможность. Что мы имеем? База примерно 7,0, но очень большое количество седины, и эту седину нам надо закрасить. По длине уже была закрашена седина, она слегка бликует, это особенности этих волос, и пожелание нашей клиентки сделать более холодный цвет. Для окрашивания седых волос у нас есть разные красители, но именно в этом случае мы с нашей красавицей договорились, что будем пользоваться Essensity. Как основное направление цвета я выбираю 7.2. Это холодный оттенок, пепельный на 7 уровне. И к нему в обязательном порядке, так как вы видели, какое большое количество седых волос, беру 7.2.0. Красители смешиваю в одинаковом количестве, то есть пропорция смешивания 1 к 1. Так как цвет всегда уходит в теплый, вы видите, что при смывании это теплый оттенок, окислитель мне нужно выбрать самый минимальный, но тот, который работает на седину. Я выбираю 5,5%. Пропорции смешивания красителя Essensity с окислителем 1 к 1. Чем же красим длину? По длине у нас нет задачи выравнивать цвет, наполнять какими-то плотными натуральными пигментами, закрашивать. Поэтому мы будем просто тонировать. Так как нам нужно просто охладить этот оттенок, естественно, что самый главный цвет это будет 9,5-1. И для того, чтобы серебристый холодный оттенок усилить, я добавляю Pearlescence 9,5-29. Зная именно эти волосы, что они быстро смываются, что они не держат холодные пигменты и всегда уходят в теплый, я смело беру 29 оттенок и добавляю в пропорции 2 части 9,5-1 и 1 часть 9,5-29. Вы знаете, что 9,5 ряд Igora Royal работает на 3% окислителе, и в данном случае я буду брать в классической пропорции 1 к 1. Порядок нанесения классический. Сначала мы наносим краситель на корни. Время выдержки прикорневой зоны 45 минут. Это седые волосы, поэтому время выдержки должно быть максимальное. Минут через 20 после того, как мы закончили красить корни, я буду наносить краситель на длину, и время выдержки составит примерно около 20 минут. Рецепты выбраны, и мы приступаем к окрашиванию. Мы закончили наше окрашивание. Наша цель была закрасить седые корни, вы видите, корни прокрасились, и протонировать длину, чтобы убрать теплый оттенок. Вот у нас длина в мягком натуральном оттенке, антижелтом, и теперь эти волосы выглядят более интересно. Не всегда нужно по длине волос прокрашивать волосы каждый раз. Иногда стоит только изменить оттенок этих волос для того, чтобы в общем прическа смотрелась красиво и ухоженно.